Также показан детям, которые просыпаются со страшными криками от того, что им снятся кошмары, и начинают рассказывать, что им снились какие-то чудища там, с головой змеи, этим, телом кошки там, или еще что-нибудь такое. Какие-то особые существа, что их там кусали, за ними гнались. And in the cases of constipation, now we have seen the diarrhea, but in cases of Мы рассмотрели constipation, диарею, мы рассмотрели понос, а теперь обратное состояние, значит, при запорах. he cannot pass the stool and he has to strain. Если, как мы помним, у пациентов аписа трудный стул, значит, вот, ну, запор выражается в том, что он никак не может покакать, и ему нужно очень сильно тужиться. He feel intense pain with that pressure, intense И pain. от этого давления, от этих потуг, он чувствует очень сильные боли. Sometimes there may be cracks on anus. И иногда анус может треснуть, трещины могут быть на анусе. But he has a peculiar sensation. That's why he is frightful to put pressure. Ага. И у него странные ощущения, поэтому он еще и боится тужиться. He feels that some part of the intestine will come out. Потому что ему кажется, что от потуг у него какая-то часть кишки вывалится. That's why he fears to put much pressure. And Поэтому without он pressure he боится cannot тужиться. pass. Из-за того, что он боится тужиться, он не может сходить в туалет. Do you remember what is the cause for constipation in Naxwamika? А вы помните, как проявляются запоры ног в свомике? Yes, antiperistalsis. So generally in skin complaints, they are more red and pinkish in appearance, pink. У пациентов аписа, значит, кожные высыпания, они обычно либо красные, либо розовые, розоватые. They will be in a bunch or here and there. Они будут такими группками. Do you see honeycomb? Honeycomb. Do you see? Yes. On that there are many holes like that, like a bunch. Они будут такими, высыпания будут такими группами, как соты, как пчелиные соты. Touching his head or hair causes headache. Если ты трогаешь пациента аписа за голову или за волосы, гладишь за волосы, то у него начинается головная боль. But if you give much pressure, но если сильно надавишь на голову, or you give beatings like или постучишь по ней, then he will get relief. Тогда ему легче станет. If you touch, the headache will be more, and if you give much pressure, the если headache will чуть-чуть заденешь, тогда головная боль усилится, а если сильно надавишь, тогда головная боль пройдет. Ну или улучшится. When he wakes up, generally his lower eyelids will be like covers filled with water. It appears like covers filled with water here. Under the когда пациент апис просыпается, у него обычно мешки под глазами, ну, водянистые такие мешки под глазами. In the warm room, generally they are swollen lower eyelids. Глаза припухшие. In the upper part, yeah? Swelling in the upper part. Да, нижнее веко. Припухшее. А я сказала апа? Нижний. Lower. Lower. So there is his brother. In Calicarp, when he wakes up in the morning, upper eyelids will be swollen. Upper eyelids. А его друг, препарат калика. Kalium carbonicum. Каликарбоника. Это калий. Kalium carbonicum. Карбид калий. Калий карбоникум. Это его двойник, но только сверху. То есть у калия карбоникума опухшими будут верхние веки.
утром. Верхняя. But in Apis, the aggravation is from warmth, and in Calicarp, the aggravation is from cold. Окей. При этом у аписа усиление симптомов наступает от тепла, а у калия карбоника наступает усиление симптомов от холода. All it is same, like swellings, puffiness of face. У калия карбоника вообще похожие симптомы. Это тоже одутловатое тело, задержка воды. But when you ask in which case you are aggravated, then there is differentiation between these two. Но нужно спросить, от чего тебе хуже становится, тогда, если он скажет от холода хуже, тогда это калий карбоник. In natrum muriaticum, Натрий муриатикум, when he sleeps in fresh air, если он поспит на свежем воздухе, outside, because in our villages many people sleep outside. потому что в наших деревнях многие спят на улице. When they wake up, then their eyelids will be swollen. У натрия муриатикум утром глаза будут опухшие, если он будет спать на улице. Because it is fresh air. Yeah, with fresh air he has this puffiness. То есть у натрия муриатикума от свежего воздуха у него начинается вот это отеки. Yes. Both. Полностью глаза. Whenever the urine output becomes low, becomes less, all the complaints will be aggravated. И у аписа все его жалобы увеличиваются, обострение происходит тогда, когда у него начинается задержка мочи. Если он меньше писает, то у него будет усиливаться все симптомы. When this is less, this will be more. When this is more, this will be less. Complaints means sufferings. Таким образом, когда меньше мочи выделяется у пациента аписа, тогда его жалобы усиливаются. А когда больше мочи выделяется, его жалобы становятся меньше. In Apis, acid nitricum. Acid nitricum. Ага, также происходит у ацид натрикум. This condition generally is a result of chronic indigestion or liver complaints. Chronic indigestion. Такая картина развивается из-за того, что у них хронически плохое пищеварение. If he has indigestion Chronic indigestion and liver complaints. И также у них жалобы на печень. Потому что. Поэтому вот такая картина. When he washes his face with cold water, he is better. But when he washes it with warm water, his face becomes pale. Pale. Значит, у аписа, если он умоется холодной водой, то он чувствует себя лучше. А если он умоется теплой водой, то он побледнеет внезапно. That means bloodless. When there is an injury with a needle, by mistake, if there is injury with needle, если пациент аписа случайно уколет себя иголочкой, instead of blood, вместо крови a watery substance comes out. Выходит сукровица. If there is any piercing wound,
little wound, then mostly the water comes out because there is И much вообще при accumulation любой of water. маленькой ранке вместо крови у него обычно выделяется сукровица сначала. Ну, то есть такая водная субстанция. Из-за отека. Because of swelling. Because of swelling it is natural. Yeah, because of accumulation of water. Из-за того, что вода задерживается в ткани. And we discussed about his delirium during Vivas. И мы говорили про делирий, про бред, про бредовое состояние. There will be involuntary movements of fingers, toes. У аписа будут непроизвольные движения пальцами во время бреда. Ну, да, во время полубессознательного или бессознательного состояния. And there is cryencephalus. He has a peculiar kind of, he makes a peculiar kinds of screams in few minutes interval. The interval will be only few minutes. It is like few minutes. И также у него будет вот этот вот плач из-за того, что в мозгу не все плохо. Вот. Он будет таким, он будет странным образом рыдать с промежутками в несколько минут. Будут такие сильные, очень сильные рыдания. It will be like a sound made by a bird. Sound made by bird. Bird. Ага. И звуки будут такие пронзительные, как крик птицы. In delirium, when apis is indicated and we give apis, когда при брете положен, показан апис, at once there will be rash on the body. After you yes, after we give apis. Да, после того, как этому пациенту с бредовым состоянием мы даем дозу аписа, у него появится кожное высыпание. And this delirious state automatically comes down. И как только кожные высыпания появились, так сразу делирий автоматически снижается, уменьшается. So we know when this delirious state comes in apis, when there is wrongly treated malaria, scarlet fever, or kidney problems, wrongly treated. No, you didn't tell about it. Значит, бред у пациентов аписа наступает по причине неправильно пролеченной скарлатины, малярийной лихорадки, малярия, scarlet fever and typhoid, тифа, urinary troubles. Неправильно, also wrongly treated. Yes. При проблемах мочевых путей, когда их неправильно лечили. Generally, this apis patient is thirstless. He has no thirst. Thirstless. Обычно пациенты аписа не испытывают жажды. Near thirsty. Нет жажды. Жажды нет. So his fever is so intense and there will be radiating heat, but still he is. У него, например, может быть очень высокая температура, и вот этот вот пылающий жар, который чувствуется на расстоянии, но при этом он не просит пить. In such conditions, in epocinum, acetic acid, the thirst is more. В таких состояниях и на acetic acid, у ацидик ацида и у препарата, который называется апоцинум, Thirst is more. У них жажда увеличивается.
апоцином и ацетом. Because epocinum and epis looks almost same in appearance. Почему я упомянула эти лекарства? Потому что пациент аписа и вот этих двух препаратов, они выглядят почти одинаково. They have puffiness of face, urinary troubles. У них проблемы с мочеиспусканием, вот эти отеки по всему телу. Urine is stopped. Urine output will be reduced. Urine output will be reduced. Да, ага, задержка мочи. There will be severe, intense fever. Сильная лихорадка. But epocinum is thirsty and epis is thirstless. Но апоцинум и ацетоцетик отличаются тем, что у них пациент будет хотеть пить, будет испытывать жажду. In acetic acid, in such conditions, У ацетоцетика в таких состояниях he will be more pale, у него будет больше болей, anemia. анемия. When you ask to show his tongue, Если вы его попросите показать язык, when he puts out his tongue, it will be like a white cloth. Он покажет вам язык, он будет как белый кусок ткани, кусок белой ткани, With black spots on it. с точками, с точечными кровоизлияниями. Blood. And he craves for With blood spots. black spots. Black spots. Извините, неправильно сказал. С черными точками. Yeah, you are true, because the blood comes out and You know Russian. because the blood Да, oozes out он and it говорит, sticks что on it. я права, говоря про то, что с точечными After few hours it кровоизлияниями, turns black. потому что что вот эти черные точки, они возникают из-за точечных кровоизлияний как раз. And he craves for cold water. И ему Thirst. все время хочется очень холодной воды. If you do not see this and if you do not treat him properly, he will die in few hours. И если мы не заметим вот этого состояния, его белого языка там с черными And точками, generally in то acetic acid, и не пролечим его как следует, тогда он может умереть быстро. generally in acetic acid there will be bleeding from some or other orifice, either from ear, from rectum, from anus. У ацетика обычно еще будут какие-то кровоизлияния из каких-то отверстий тела. Это может быть из прямой кишки там, или из ушей, или из носа. Anywhere. Из Any любого, one orifice there will be отверстия discharge or bleeding. будут выделения или кровотечение. In epis, У аписа these swellings and pains are shifting in nature. They shift their place. характерным признаком является то, что его отеки и боли, они будут гулять по телу, When you go today, he will перемещаться have, по телу. suppose when you go today, he will have swelling in this joint and Например, у него pain. будет, вы сегодня увидели, что у него там коленный сустав на правой ноге, там отек. And in your next И болит. visit, the swelling will be here on the left hand. На следующий день вы видите, что у него отек и боли на левом локте. Да. Нет, это апис. In apis. Апис. Then, also in apis, the patients suffer with polyuria. Также у аписа бывает такой симптом полиурии. It is opposite. Yes. Yes, you may wonder that how it is possible to have a person who has stagnant of urine and polyuria both. Because it is not like that. In some people it will be stagnant of urine, in some people you will have polyuria and other mental symptoms. You should take the totality of symptoms. То есть бывают пациенты аписа, у которых не задержка мочи, а наоборот полиурия. Это большое количество мочи, и оно такое водянистое.
And urgency to urinate is more. Urgency. When Если полиурия is more. when he feels sensation of urine, at once he has to get up and go to urine. If not, few drops will be come out. Few drops of urine comes out without his knowledge. If he It is not polyuria. Polyuria is when it is no polyuria, we have completed that sentence. This is next one. Urgency to urinate. When he feels the sensation, at once he has to rush to toilet. He cannot hold his urine. Okay. It is not polyuria. It is another symptom. Polyuria is different thing. We have already completed that sentence. This is next one. Yes, okay, this is next. Okay. Значит, самым срочным, ну, то есть мы должны обращать внимание на таких пациентов, то есть мы закончили уже с полиурией, теперь следующего предложения. Just a minute. Мы должны особое внимание обращать на пациентов, у которых типа недержание мочи, то есть они каждую минуту бегают в туалет, и из них выходит там по одной, по две капли. Нет? Вот. Недержание. Polyuria means he has to go for many times. Ну вот, Анант увидел, что у нас затруднение, поэтому теперь объясняет. Полиурия – это когда много ходит человек. Много раз приходит человек, да, часто. Urination, many times. Ага, много-много раз бегает в туалет. Urgency means if he has sensation that he has to urinate, he has to at once go to the toilet and urinate. Urgency, you mean urgency to go to the toilet. Then I translated. He cannot hold. If he has sensation that he has to go to urine, Да. at once he has to urgently, he has to rush to the bottom. Я неправильно перевела, сказала, что особенно нужно обратить внимание. Нет, не про особенно обратить внимание, а речь идет еще об одном варианте симптомов вот с мочой. Это когда у человека постоянные позывы возникают. То есть ему все время кажется, что он хочет в туалет. For example, if I am an EPIS patient, when explaining if I want to urinate, at once I have to take everything and I have to rush to toilet fast. Да, I cannot hold it. Ага, то есть человек не может сдержать свою мочу, поэтому у него все время позывы, он все время бегает в туалет. Вот. И если это будет такой пациент, то его легко распознать, потому что пока он будет вам рассказывать свое состояние, он несколько раз бегает в туалет. Clear? Is that clear? So it can be both. He can go many times with urgency. И вот эти два симптома, они могут идти в паре. Полиурия и вот это вот постоянные позывы, они могут идти в паре. Few drops while rushing to bathroom, few drops are already, he cannot contain. Few drops will come out. И вот при таком вот симптоме, когда у человека постоянные позывы, он не может сдержать мочу. Пока он добежит до туалета, у него несколько капелек уже протекут. And every time the quantity is less. И каждый раз, когда он бегает в туалет, количество все меньше и меньше. He has to go many times for urination with urgency, but when he goes and he passes, it will be, the quantity is less. Да, и вот с этим постоянным позывом он бегает в туалет много раз, но количество выделяемой мочи минимальное, маленькое. Quantity of urine is less. And he has burning while passing urine. И у него жжение, когда он писает. So mostly this EPIS is indicated in children and in elderly people. Поэтому апис часто назначают детям и людям пожилым. In children, frequent coughs, throat infection, fevers with throat infection. У детей с лихорадкой или больным горлом, Swelling of throat. с отеком горла. In old people, generally they grow into imbecility. You know imbecility? Yes.
А у старых людях, у которых слабоумие, назначается. Старым людям, у которых слабоумие. Basically, they start like behaving as children. Ага, когда они ведут себя как дети, Their mental ability will slowly, gradually comes down. их умственные способности постепенно снижаются. They behave foolishly, Они ведут себя, по-дурацки, childishly. по-детски. They act like little children. Они как маленькие дети, становятся как маленькие дети. Okay, tomorrow we will complete this and we will start next drug. Завтра мы закончим с аписом и начнем следующий препарат. Спасибо. Васудева. Ананта.